что происходит с нами после смерти? Почему одни уходят навсегда, а другим удается вернуться? Эта история не просто рассказ о чудесном исцелении. Это доказательство того, что жизнь не заканчивается после последнего вздоха. Анита Мурджани провела 30 часов в коме, и когда врачи уже не верили в ее спасение, она очнулась. Но самое шокирующее – это не ее возвращение, а то, что она увидела на той стороне. Она утверждает, что побывала в мире, который невозможно описать словами. Там не было боли, не было страха, но главное, там она узнала правду о жизни, о смерти и о том, что ждет нас после ухода. Что она увидела? Почему вернулась? И какое послание принесла оттуда? Последний день Аниты, как ее тело умирало, а сознание уже переходило в другой мир. Когда врачи уже не видели надежды, ее сознание начинало путь туда, откуда редко возвращаются. Анита Мурджани никогда не верила в мистику, загробный мир или реинкарнацию. Она была обычной женщиной, которая жила своей жизнью, пока однажды не услышала страшный диагноз – рак в последней стадии. Ее тело разрушалось, но разум оставался ясным. Болезнь прогрессировала слишком быстро. Опухоли разрослись по всему организму, органы отказывали один за другим. Врачи говорили родным, что это конец, что она не доживет даже сутки. Но в тот момент, когда она была на грани жизни и смерти, произошло нечто невероятное. Внезапно боль исчезла. Анита помнит, как ее тело лежало на больничной койке, но сознание начало отдаляться. Она видела все вокруг, врачей, родных, медицинские приборы, но больше не чувствовала себя частью своего физического тела. Ощущение полета. Она описывает этот момент как внезапное облегчение, будто она сняла тяжелый костюм. Больше не было боли. Больше не было страха. Больше не было времени, только бесконечное пространство. Как она могла видеть то, что было в другом крыле больницы? Ее сознание начало перемещаться. Она могла видеть не только свое тело, но и происходящее за стенами палаты. Ее семья обсуждала что-то в другой комнате, но она отчетливо слышала их разговор. Она слышала слова, которые врачи говорили ее мужу, когда он вышел в коридор. Она видела своего брата, который находился в самолете, летевшем в другой город. Она чувствовала, как время больше не существовало. Но самое страшное, она осознавала, что ее тело больше ей не принадлежит. Она поняла, что умирает. Но вместе с этим пришло невероятное чувство свободы. Дальше началось самое удивительное, сознание двинулось вглубь света. Она почувствовала, как ее окружает свет, но он был не таким, как мы его знаем. Это было нечто живое, осознающее ее. Она приблизилась к грани, где уже не было пути назад. Именно там она увидела то, что полностью изменило ее представление о реальности. Туннель, свет и чувство абсолютного покоя. В момент смерти она не чувствовала страха, только свободу и бесконечную легкость. Анита осознавала, что ее тело осталось позади. Она больше не ощущала его веса, не слышала стонов боли, не чувствовала сковывающей слабости. Но это не было пустотой. Вокруг не было стен, не было потолка, не было привычного пространства. Но при этом она ощущала, что не одна. Затем появился свет. Это не был яркий ослепляющий свет лампы или солнца. Это был мягкий, теплый свет, который словно исходил отовсюду сразу. Он не ослеплял, но полностью окутывал ее. Он не просто светил, он чувствовался, как живое существо. Он излучал любовь и спокойствие, которые невозможно описать словами. Она почувствовала абсолютный покой. В этот момент она осознала, что все, чего она боялась, больше не имеет значения. Больше не существовало страха. Больше не было сожалений. Она поняла, что вся ее жизнь лишь часть чего-то большего. Но что находилось впереди? Она начала двигаться сквозь этот свет, но не телом, сознанием.
Это было похоже на путешествие вглубь самого себя, но в то же время выход за пределы всего, что она знала. Туннель, ведущий в другое измерение. Вдруг она поняла, что оказывается в каком-то проходе длинном, но бесконечно легком. Это был туннель, но не физический, он был словно коридор между мирами. Он не имел границ, но в то же время вел ее куда-то. Она не шла по нему, она просто двигалась, не ощущая пространства. Там не было времени, все существовало сразу. Почему все, кто пережил клиническую смерть, описывают одно и то же? Анита вспоминала, что читала подобные рассказы, но не верила в них. Однако теперь она сама проходила через это. Она вспомнила. Многие говорили о туннеле, и он был здесь. Многие рассказывали о свете, и она чувствовала его тепло. Многие упоминали о встрече с кем-то, и теперь она осознавала, что впереди ее ждут. Но кто? Она начала ощущать присутствие кого-то рядом. Это не было похоже на обычных людей, это были разумные сущности, но их нельзя было увидеть. Они не говорили словами, они передавали мысли напрямую в ее сознание. Что они хотели ей сказать? Она осознала, что это не просто сон или иллюзия, это реальность, но за границей нашей жизни. И именно здесь она поняла, почему вернулась. Разговор с душами, что сказали ей на той стороне? Она не была одна. Кто-то ждал ее там, в свете, который был живым. Анита чувствовала, что находится в месте, где все происходит по другим законам. Здесь не было времени, не было привычных физических форм, но она осознавала присутствие кого-то рядом. Это были не просто образы, это были сущности, разумные, осознающие ее присутствие. Она не видела их глазами, но каким-то образом понимала, что они рядом. Они не говорили словами, но она слышала их. Эти существа не произносили звуков, но их мысли словно напрямую передавались в ее сознание. Она чувствовала их энергию. Она понимала их намерения. Она знала, что они здесь не случайно. Кто они были? Анита описывает, что эти души были знакомыми, хотя она не могла вспомнить, откуда она их знает. Вдруг она осознала, это ее родные, которые ушли из жизни. Она ощутила присутствие своего отца, которого потеряла много лет назад. Но самое невероятное, она встретила душу своего нерожденного брата. Раньше она не знала, что ее мать потеряла ребенка до ее рождения. Но теперь этот дух был здесь, и она чувствовала, что он связан с ней. Что сказали ей души? Ей передали знания, которые нельзя объяснить словами. Они показали, что жизнь – это не случайный процесс. Они объяснили, что после смерти мы не исчезаем, а просто переходим в другое состояние. Они дали понять, что у каждого есть предназначение, и оно не заканчивается после ухода из этого мира. Она увидела свою жизнь с другой стороны. В этот момент ей показали ее собственную судьбу, каждую ошибку, каждое решение, каждую радость и каждое страдание. Она поняла, что все имело смысл. Каждое испытание, через которое она прошла, было важно. Каждое страдание вело ее к пониманию. Каждая потеря имела свою причину. Но почему ей позволили увидеть это? Она осознала, что ее присутствие здесь не просто случайность. Ей дали выбор остаться в этом мире света или вернуться обратно. Но почему ей позволили вернуться? Выбор – остаться или вернуться. Анита стояла на границе миров. Она могла остаться в свете, навсегда оставив свое тело, или вернуться назад в мир боли, страха и ограничений. Все, что она знала раньше, разрушилось. Теперь она понимала, что смерти, в том виде, как ее воспринимают живые, не существует. Но почему ей позволили вернуться? Она чувствовала, как ее окружает бесконечное тепло и любовь. В этом пространстве не было осуждения, не было страха, не было страданий. Но вдруг она увидела свою семью, их горе, их мольбы о чуде. Она осознала, ее уход причинит боль. В этом мире, за гранью жизни, не было ни сожалений, ни страданий.
Но на земле ее близкие страдали, теряя надежду. Ее муж сидел у ее постели, держа ее за руку и умоляя не уходить. Ее мать плакала, прося у Бога спасти ее дочь. Врачи готовились отключить аппараты, ведь шансов не оставалось. И в этот момент она услышала голос. Этот голос не звучал, но она его понимала. Твое время еще не пришло. У нее еще была миссия. Ее история должна была продолжиться. Она должна была передать послание о том, что ждет людей за гранью жизни. Но что, если она выберет остаться? Она знала, что если сделает шаг вперед, дороги назад не будет. Она растворится в этом мире света, станет частью бесконечного потока энергии, но ее земная жизнь завершится навсегда. И тут она увидела нечто невероятное. Перед ее глазами появилось ее собственное тело. Оно лежало на больничной койке, слабое, истощенное, разрушенное болезнью. Но рядом с ним она увидела энергетические потоки, нечто, что связывало ее душу с физическим миром. И вдруг она поняла, что ее тело может исцелиться. Она осознала. Ее болезнь – это не просто биологический процесс, а проявление ее внутреннего страха. Рак был следствием ее страхов, ее подавленных эмоций, ее сомнений. Если она освободится от этих блоков, ее тело сможет восстановиться. Но как это возможно? В этом пространстве не было времени. Все существовало одновременно: прошлое, настоящее и будущее. Она увидела себя здоровой. Она поняла, что если примет решение вернуться, ее тело исцелится. И тогда она сделала выбор вернуться. Тайны загробного мира, которые Анита раскрыла людям. После 30 часов в коме она вернулась и рассказала о вещах, которые полностью меняют представление о жизни и смерти. Когда ее сознание вошло обратно в тело, врачи были в шоке. Они были уверены, что ее организм разрушен до такой степени, что возвращение к жизни невозможно. Но самое удивительное началось не после ее пробуждения, а в последующие дни. Ее тело начало исцеляться с невероятной скоростью. Рак, который разрушал ее организм, внезапно начал исчезать. Опухоли уменьшались буквально на глазах. Органы, которые отказывали, снова начали функционировать. Через несколько недель болезнь полностью исчезла. Медики не могли объяснить это с научной точки зрения. Ее случай вошел в медицинскую историю как одно из самых странных исцелений. Но что произошло в тот момент, когда она вернулась? Она знала, что должна рассказать людям о том, что увидела за гранью жизни. 5 главных откровений Аниты о загробном мире. Смерти не существует. Она поняла, что смерть — это не конец, а переход. После того, как человек умирает, его сознание продолжает существовать, но в другой форме. Мы сами создаем свою реальность. Ее болезнь не была случайностью. Она поняла, что все страхи, тревоги и негативные эмоции создают блоки, которые разрушают тело. Загробный мир реален. То, что она видела, было не иллюзией, а настоящей реальностью, которая существует параллельно с нашей. Мы здесь, чтобы учиться. Каждая жизнь — это опыт. Каждый человек приходит в этот мир с определенной миссией. Любовь — самая мощная энергия. Она почувствовала, что все во Вселенной держится на энергии любви. Что изменилось после ее возвращения? Анита осознала, что больше не боится смерти. Она поняла, что наша жизнь не ограничивается физическим телом. Но главный вопрос, почему об этом не говорят открыто? Ее история пугает традиционную науку, ведь если сознание продолжает существовать после смерти, значит, мир устроен иначе, чем мы привыкли думать. Может ли это изменить будущее человечества? Теперь люди, пережившие клиническую смерть, делятся своими рассказами, и во всех них есть одна общая истина: смерть не является концом. Анита вернулась, чтобы передать это знание, но готовы ли мы его услышать?